Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Грязная нефть из Азербайджана продолжает болтаться по морям и океанам. Танкер с партией грязной нефти из Азербайджана блуждает по морям ровно 2 месяца. 17 июля он покинул турецкий Джайхан и теперь уже 3 недели стоит у Сардинии. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите, а что с этой нефтью не так? Почему она никому не нужна и почему ее, собственно, на нефтетанкере так долго держат? И, может быть, она сгодится до чего-то все-таки? Давайте припомним эту историю. Впервые о том, что добавлено неизвестного происхождения хлороорганика в нефть марки Azerlight, сообщила компания BP, что на самом деле крайне удивительно, потому что оператором добычи нефти, там международный консорциум, но компанией-оператором является компания BP, ровно так же, как оператором компания BP является и в самом нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. То есть получилось, что BP известила о том, что допустила какую-то ошибку. Но дальнейшее расследование показало, что проблема не на месте добычи, с месторождениями все в порядке, проблема не в нефтепроводе, с нефтепроводом тоже все в порядке. По крайней мере, последняя версия была, что проблема была в самом порту Джейхан. То есть в тех емкостях, куда переливали нефть из нефтепровода, вот та самая хлороорганика и оказалась. Поэтому влияния на стоимость Azerlight глобальным не было. Причину произошедшего нашли, ликвидировали, дальше все должно быть в порядке. Но та нефть, которая уже была отгружена, обнаружили тоже не сразу. Не знаю, каким образом поставлена работа в порту, если вот такое оказалось возможным. Несколько партий нефти ушли. Ушли совершенно благополучно, забрали два завода в Италии, причем один из них принадлежит алжирской компании, нефтеперерабатывающий завод на Сицилии. Как такие проблемы решаются? Но это же не нечто, чего никогда в жизни не было в истории нефтедобычи. Первый раз в первый класс и так далее. Ну, известно, как надо разбавить нормальной нефтью до концентрации, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу справиться с этой партией без потерь для своего оборудования. В Италии это сделать смогли. Румыния, которая тоже заявила о том, что к ней поступила неправильная нефть и мгновенно обнаружила руку Москвы где-то внутри этой цистерны. В Румынии это умеют, молодцы. То самолет в небе, то Баширов с Петровым в бочке с нефтью, все это было. Но, тем не менее, справились. Почему с этой партией вот такая проблема, можно только гадать. Если танкер 2 месяца в море, кто-то 2 месяца оплачивает фрахт. Этот кто-то, чего он ждет, понять невозможно. Вместо того, чтобы снизить цену, просто чтобы избавиться от этой партии, привести в порядок танкер, потому что емкости в танкере тоже теперь придется промывать, прочищать и так далее. Тоже дополнительные расходы. История какая-то достаточно не совсем понятная, несколько даже загадочная. Чего ждут те, кто отправил вот эту партию нефти на этом разнесчастном танкере, и что они собираются с танкером потом делать? Ждем событий. Что касается котировок на Азрилайт, да, было сначала падение достаточно заметное. Азрилайт достаточно уникальная марка нефти. Содержание серы всего 0,1%. Таких марок нефти очень немного. Она всегда была премиальной по отношению к бренд. В среднем за баррель давали на 5-7 долларов выше. На тот момент, когда ситуация только начала выясняться, вот есть загрязненная нефть, эта премия пропала, то есть потери были. Сейчас, судя по котировкам, все вернулось на круги своя. То есть профессионалы нефтяного сектора убедились, что это не что-то системное, что это разовое происшествие. Причины устранены, можно работать дальше в том же режиме. Ну, понаблюдаем, куда денут этот танкер, кто возьмет его на себя, на то, чтобы переработать. Какой окажется цена, мы вряд ли узнаем, потому что единичный танкер, это ну, точно будет предметом коммерческой тайны. Так что такое, не сказать, что нечто выдающееся, но достаточно занимательно. Тщательнее надо быть. Мы это прекрасно знаем. У нас тоже была ситуация, когда
Нефтепроводы Транснефти оказались загрязнены такой же хлороорганикой, справлялись значительно дольше, но там объемы были другие. И тоже заметили далеко не сразу. Так что, может быть, это та ошибка, над которой нефтяникам надо думать, иначе это будет повторяться ситуация раз за разом. Борис Леонидович, а все-таки продолжая тему Азербайджана, а только нефтью он интересен, а что там с историей про газовый транзит через Азербайджан из России в Иран? В очередной раз эта тема то появляется, то исчезает. Вот она появилась снова. Высокого уровня чиновники Исламской Республики Иран говорят, ну, снова заговорили о том, что вот-вот начнутся поставки российского газа в Иран. Причина, почему это необходимо Ирану, если мы говорим о заинтересованных сторонах, достаточно очевидна. Север Ирана – это действительно север, не потому что высокая широта, потому что там горы. Горы и достаточно суровые зимы. Мы время от времени наблюдаем картинки, когда и в Тегеране снег идет, и время от времени читаем о том, что ситуация подходит, если не к блэкауту, то к нормированному отпуску электроэнергии. Причина в матушке геологии, с ней не поспоришь. Совершенно неважно, какое у тебя государственное устройство, если природа не позволяет организовать подземное хранилище газа, то будут проблемы. В свое время решение о том, что электрификация, теплофикация севера Ирана будет осуществляться за счет именно газовых электростанций, такая ставка сделана была. Регулировать невозможно. Нет подземных хранилищ газа. На всей территории Ирана их на день сегодняшний всего два. Одно подземное хранилище в районе Тегерана, и мегаполис полностью занял его. Там дополнительных свободных мощностей просто нет. Второе, да, оно чуть побольше, но практически на границе с Туркменией. То есть это не просто север, но еще и северо-восток. Там столько не требуется. Более высокий спрос именно на прикаспийской территории Ирана. И здесь нужно что-то делать, нужно что-то думать. Подземное хранилище газа организовать невозможно. Нет такой возможности. Если пойдут поставки с севера, появится хотя бы какая-то вариативность. Поставки с юга Ирана, поставки с севера, то есть ну, через территорию Азербайджана. Тут уже можно о чем-то думать, можно как-то, может быть, дополнительные электростанции строить, может быть, еще что-то решать. Ну, чем больше вариантов, Иран все-таки это не Европа, он понимает, что такое диверсификация поставок и старается хоть как-то их организовать. Да, были своповые поставки с Туркмении, но это газ, приходящий вот в тот регион, а надо значительно западнее. Поэтому, да, Ирану это выгодно. Почему это выгодно России? Ну, тоже достаточно очевидно. В любом случае увеличится сбыт. В любом случае это тоже диверсификация, но теперь уже не покупок, а продаж газа для бюджета России, который вот сейчас в очередной раз будет принимать Дума. Это тоже полезно, потому что налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина для газа не отменены. Здесь поступления в бюджет будут, это нужно развивать. В 70-м году была введена в эксплуатацию первая очередь магистрального газопровода Iranian Gas Trunk Line ГАТ-1 от месторождения Пазынан до города Астара. Город Астара разделен надвое государственной границы. В те времена советско-иранской, в наши времена ирано-азербайджанской. Мощность газопровода проектная до 10 миллиардов кубометров. Советскому Союзу этот газ был необходим, потому что необходимо было решать вопрос и с газификацией нашего советского Закавказья, с Арменией, Азербайджаном и Грузией. На тот момент морская добыча не велась. Мы еще не освоили в 70-м году технологию морской добычи, а газ был нужен. И были обязательства перед Европой, поставки газа в обмен на трубы, надо было по времени уже начинать. А западносибирские месторождения еще не были разработаны до того уровня, который необходим. То есть шахский Иран на самом деле выручил. Поставки продолжались до 1979 года в объеме 8-9 миллиардов кубометров.
И в отличие от Европы, несмотря на то, что на день сегодняшний этот газопровод не работает, с ним все в полном порядке. Как с линейной частью, так и с компрессорным оборудованием. Все, что требуется для того, чтобы получать газ с севера, это газоперекачивающие агрегаты поставить в обратном направлении, грубо говоря. Если поставки шли с юга на север, то сейчас нужно с севера, да, с севера на юг. Что касается Азербайджана, то в 1982 году пришел газ из России, маршрут Моздок-Махачкала-Казимагомед, проектная мощность до 13 миллиардов кубометров. Сейчас, поскольку Азербайджан научился добывать газ на своих морских месторождениях, используется время от времени в режиме своповых поставок, расходится газ оттуда то в Грузию, то если, то ли, если есть какие-то проблемы в Азербайджане, закупается им э, до 2 миллиардов кубометров. Что касается технического состояния всей линейки газопроводов на территории Азербайджана, то сейчас без особых капитальных вложений можно прокачивать до 2 миллиардов кубометров газа в год. Собственно говоря, об этом и говорил Владимир Путин, что поставки можно начать с объема 1,5 миллиарда кубометров газа в год, дальше будет видно. Ну, такая абсолютно здоровая мысль. Поставки в объеме 1,5 миллиарда кубометров – это, грубо говоря, тестирование нового маршрута, проверка линейной части, проверка работы газоперекачивающих агрегатов и так далее. Это можно действительно попробовать реализовать в сжатые сроки. «Газпром» это умеет. Напомню, что для того, чтобы организовать поставки в обратном направлении из России в Узбекистан, магистральная сеть Средняя Азия Центр была запущена, но буквально в течение 3 месяцев газ пошел в обратном направлении, причем в объемах куда как больше, чем 1,5 миллиарда. В этом году по плану более 7 миллиардов кубометров российского газа придет в Узбекистан. Обратное направление, все было сделано достаточно быстро, качественно. Обычно говорят о том, что вот газоизмерительные станции поставили. Главное поставить газоперекачивающие агрегаты. А газоизмерительная станция – это, ну, грубо говоря, газовый счетчик. С этим точно справиться. Ну и, конечно, иранские представители заговорили о том, что не решен ровно один вопрос. Система ценообразования, какая формула у цены будет, будет ли она учитывать там, европейские котировки или азиатские котировки, или это будет просто привязка к нефтяной корзине с какими-то коэффициентами. Постоянно говорят о том, что это единственная проблема. Проблема на самом деле не единственная, почему-то они стесняются говорить вслух. С одной стороны, отношения с Азербайджаном стали достаточно романтичными, так скажем, не буду углубляться. С другой стороны, ну, Азербайджану деньги тоже не помешают. Вот транзит газа, вот деньги за транзитные услуги, казалось бы, почему же на этом не зарабатывать? Ну, давайте помимо географии, задумаем, помимо технических вопросов, попробуем поставить себя на место властей в Баку. С севера государства, в отношении которого западных так называемых санкций более 30 тысяч штук, с юга Иран, на, который наложено более 10 тысяч штук санкций. Я думаю, что в Баку думают о том, а что с нами-то сделают. Будут вторичные санкции за то, что мы двум вот таким государствам оказываем транзитные услуги, или не будут. С одной стороны, как бы боязно, но с другой стороны, деньги-то ведь не мешают. Так что здесь, мне кажется, интересы даже не двух государств, а именно трех. Интерес третьего Азербайджана, с одной стороны, конечно, классика транзита. Вот лежит труба, из которой идут деньги. Нас это не касается. Газ откуда-то пришел, куда-то ушел. Никаких интересов государства здесь нет. Можем даже говорить о том, что мы с Россией не торгуем, можем говорить вообще все, что угодно. Но, с другой стороны, вот политический флер, который, обстановка, которая сложилась и вокруг Российской Федерации, и вокруг Исламской Республики Иран, я думаю, что вызывает здоровые опасения, стоит ли так рисковать. Так что, ну, будем наблюдать, конечно, за ситуацией. Вот эта уверенность Ирана в том, что обо всем мы сумеем договориться, ну, с одной стороны, оптимистично, с другой стороны, комментариев из России мы пока по этому поводу не услышали.
Из Баку тоже полнейшая тишина. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте делать репосты наших роликов в ваших социальных сетях, это тоже поддерживает наш проект. Всем спасибо за внимание.